Так, тема нашего сегодняшнего видео — Чекальон, средневековый монастырь, средневековый пещерный город. Однако начнем мы не с него, а начнем вот со скалы Бурункая, которая находится на другой стороне, напротив него, на другой стороне Качинской долины. Подниматься мы будем через Алимову балку, заглянем в Алимову пещеру, на Алимов родник. Однако сегодня будет обзорная экскурсия, мы не будем рассказывать какие-то исторические подробности. Отдельно 4 серии уже готовые, вот, следом их выложу. Там будет расписано кто, где, почему и как. Пошли мы по дну Алимовой балки, здесь мало натоптанная, но тропка имеется. Основная тропа идет по верху. Тут такие интересные. Кто-то проложил трубопровод. Нет, не кто-то, это сделали себе отвод от родничка в эту Алимову балку, в базу отдыха. Вот и родничок. Ну да, тут вот делали себе бесплатное водоснабжение. Так, ну идем дальше по трубам. Смотрим, куда они нас приведут. Уже давно никто не чинил. Но вода по ним еще течет. Мы были на самой базе, и там вода еще вытекала у них. Тропинка упирается вот в такой вот плохо проходимый обрывчик. Обошли мотками с другой стороны. Посмотрите, какой тут водозабор идет. Вот раньше здесь оно текло вот так вот, русло речки, а теперь его чуточку перегородили и забирают в трубу себе на хозяйственную нужду, видимо. Тропа тут, конечно, ее фактически нету по низу. Обратно будем возвращаться по верхней тропе. Ну, сейчас уже попробуем вот этот вот ручеек пройти до истока, посмотреть, куда начинается. Идти по дну балки — это вообще не вариант. Не сказать, что какой-то мега трудный рельеф, ну, хотя он неудобный такой. Достаточно спуск крутой. Самое главное, что здесь все заросло. Просто никаких, как в этих, никаких проходиков нет свободных. Идешь, разгребая ветки, подвигая кусты, перелазя через деревья. Нет, это, конечно, не вариант. Прошлись, чтобы посмотреть, что оно здесь, какое есть. Но больше мы сюда не пойдем, конечно, так, разово. Поднялись снизу наверх каменной стенки. Ничего хорошего типа низу балки нету, ничего интересного. Склон крутой, все заросло, продирались. Но теперь знаем, что там ходить не надо. Но никому не советуем. Сейчас попробуем пройтись остаток. Тут метров осталось 300-400 вот вдоль скальной стенки. Посмотрим, какие тут достопримечательности. Красиво, как на камушке живописно навалены. Но ради этого столько лезть оно, конечно, пожалуй, не стоило. Напоминает на Карушлюке маршрут. Козьи тропы. Вот так вот.
Здесь немножко можно пройтись по ровной поверхности вдоль скалы. Здесь скалодромы повсюду. Все в кольцах. Уже третий маршрут видим. Но люди приходят не так, как мы с дна Лимой балки. Они приходят, вот тропа идет сверху. Сейчас пойдем поднимемся. Кстати, наверх этих скал. Делаем сверху обзорку. Посмотрим. Такая тропка ведет нас на плато. Разлом скальной этой стенки. Еще и размытый. Еще этими. И получился вот такой вот вполне себе сносный подъемчик. Наверх мы лезем, чтобы найти таврские могильники, которые тут должны быть. Это такие остатки каменных ящиков. Тавры ложили человека на землю и обкладывали каменными плитами. Пробуем найти. Да, тут тропинка прорывается, надо, видно, обходить через лес. Ну, туда мы не пойдем. Если вернемся в Алимову балку, пойдем искать Алимов родник, Алимову пещеру. Четвердак еще в снегу видно весь. Мы недавно там были. Вот идет каменная насыпь в лесу. И здесь вот остаток одного таврского могильничка. Каменный ящик. Хорошо сохранилось, видно, углубление, которое осталось. Вот плита боковая. А вот лежит кусок покровной плиты. Вот номер 2. А вот номер 3. Заросло подснежниками. Вот еще хорошо сохранившийся, здесь сохранились две стенки. Вот видно. Вот еще покровный камень. Толщина. Добротно все делали. Вот само хранение. Они все скрытые. Тавры — это языческая религия. Они обязательно своим мертвецам ложили туда утварь, всякие ножички. Кто что мог, у кого что было. Поэтому такие могильники, конечно, обязательно скрывались, перерывались тщательно. Все заросло подснежниками, запахи. А вот еще хорошо сохранившийся экземпляр. Вот он. Вот так вот все было оборудовано. Так вот человека хоронили. Это, наверное, самый большой и самый хорошо сохранившийся.
сегодня. Снова мы спустились в Алимову балку. Вот, нашли наконец родничок. Вот так он здорово здесь оформлен. Находится в окружении таких вот каменных скал. В роднике вода просто ледяная, аж зубы сводит, очень вкусная. Поднимаемся вверх по ущелью от родничка. Повсюду заросли подснежников. Вот сколько. И здесь. А вот небольшой гротик. Это просто камни сверху со скалой большие откололись. Вот оставили такую небольшую пещерку. И опять поля подснежников. А вот и трещина в скале. Получился щель, получилась такая сквозная. Попробую у нее пройти. Вот такая Алимова пещера. Идешь по дну огромной расщелины. Красиво. Интересно. Она не длинная, но очень живописная. Особенно вот эти камни, которые висят над головой. Ага. Нам уже не полезем. Ну, одна основа заканчивается. Можно идти обратно. На обратном пути обратил внимание, то какой же огромный плющ растет из ущелья и с самого низа и до самого верха. Потому что невероятные размеры. Недалеко от родника Алимов, опять-таки Алимов навес. Весьма грандиозное сооружение природное. Камушки — это уже современное творение. Любит народ
в магию поиграться. А вот там, наверное, идет какая-нибудь пещера. Наверное, копать. Вот так вот он заканчивается. Не поднялись мы сегодня на Бурункая. Заплутали в этой лимовой балке. Столько тропинок. Уже вечереет, солнце заходит. Еще приедем. Выходим уже, возвращаемся. Продолжение следует. В прошлый раз мы так и не поднялись на Бурункаю. Растратили бездарно все силы, поднимаясь по нижней части балки, очень сильно заросшей. Сегодня мы пойдем по оборудованной тропе, первую часть пути. Днем до родника, поднимемся вверх, там тоже вот такого плана лестники проложены. И дальше уже по верхней платообразной части этой горы пойдем в сторону Бурункаи, обходя все балки, овраги. Потом на карте покажу. Там десятки метров от тропы расположен такой камень интересной формы. Везде он проходит в описаниях как камень-портал. Почему портал? Куда? Ну, нигде никто не пишет. Ну, где он прикольно, такая щель в середине, расколотая. И вот там в середине торчит камень, да? Вполне наверху, если развести костер, то со стороны будет загадочное производить впечатление в лесу. Ну, наверняка, конечно, использовался как какое-то место культа там или чего-то подобного. Под ним не спрячешься, в этой щели там особо не поживешь, конечно, но вот так вот собраться и посидеть возле костерка, место очень впечатляющее. Камень-портал. Вот так вот. Это лимова пещера или лимовая щель состоит как бы из трех расщелин. Вот там мы вчера снимали вот эти висячие камни, видно. В нее можно выйти вот прям корничком, вот пойти вот туда прямо. А можно выйти вот в третий такой узкий тоннельчик. Слегка грязноватый. Вот Наташечка стоит и ждет. Даже я вылезу наружу. Такая трехходовая лимова щель. От родничка лимовой щели поднимаемся по такой оборудованной лестнице наверх. Осталось немного, перепад здесь достаточно резкий, что-то около, ну, почти 200 метров по вертикали. Вот. Ничего, заберемся. По лестнице идти вообще очень удобно. Кстати, это одно из тех мест, где установка лестницы оправдана. Ну, не пустая трата денег, на самом деле облегчает движение. Вся дорога по верхнему плато очень легкая. Вот такая натоптанная тропинка. Да, ну, от нее отходят различные ответвления. То есть люди пытаются срезать через балку вверх-вниз. Вот мы ни по одному такому не пошли. Надо идти вот по этой хорошо протоптанной тропе. Держаться ее, сильно экономить сил. Тем более тут столько подснежников. Всю дорогу идем.
всю дорогу подснежники. Цветут, пахнут. Дорожка очень приятная через лес. Уже осталось где-то все километр. Придем в нашу конечную точку на Бурун-Каю. Посмотрим, как оно там. Заметили, с тропы в лесу такие сооружения. Не совсем понятно, что это. То есть что-то погребальное, вот такое в центре, но уже раскопанное. Вот он один. Здесь второй. Да, это похоже на эти каменные курганы. Еще один. Ну, больше, конечно, похоже на эти самые, на могилы. Вот еще каменная насыпь. Вот это больше похоже на стену, на остатки стены. Здесь четко видно кладку и то, что фундамент круглый, без заведенных углов. Вот еще один хорошо сохранившийся экземпляр. И еще. Да, это больше похоже как на поселение. В общем, я для себя так и не решил, что это за сооружение. Все-таки погребальное или это поселок. Или это и то, и другое. Тут столько этих развалин, что я уже боюсь, что мы сейчас не дойдем до точки назначения. Будем бегать вот так вот по лесу. И смотреть их, снимать. Больше интересно все-таки, что это такое было. Однозначно, постройки очень старые. Это не один век им, а может быть и не одно тысячелетие. Но вот это прям явно эта стена была. Каменная стена, которая заканчивалась каким-то строением достаточно сложным. Первое строение, где видно внутри переборку. Оно было вот из двухкомнатное. Вышли на восточный склон Бурун-Каи обрывистый. Здесь красивые панорамы открываются. Сейчас по центру кадра Татипи-Кармен. Левее это край Чикальона. А вот и Чатардак с остатками снега.
вот остатки стены, которая перегораживала крайнюю часть Бурун-Каи. Толщина впечатляет. Около 3 метров. Эта отгороженная часть Бурун-Каи являлась убежищем для жителей вот того поселения, которое мы видели, остатки в лесу, а также для жителей Качкальона, по одной из версий, которые тоже скрывались на Бурун-Кае в случае набега из степей кочевников. А вот мы вышли на край Бурун-Каи. Тут разные инсталляции, кто на что гораст. Здесь и прятались во время набегов вот эти жители от этого поселения древнего, а также жители впоследствии Качкальона, а то он напротив. Конечно, здесь долго нельзя было находиться, здесь нет ни источников воды, здесь нету места для выпаса скота, поэтому сюда ходили там на 3-4 дня пересидеть вот этот набег. Набег кочевников они тоже долго не осаждали, у них не было осадной тактики. Они прибежали на лошадях, заскочили, если застали врасплох, там похватали, что было, и поехали дальше. То есть это было вполне надежное убежище для таких вот случаев. Ходить, правда, было далеко, но когда припрет, полезешь и не в такое. А виды отсюда превосходные. Мы снова приехали в Каческую долину. Сейчас мы находимся за селом Предущельное, это бывший Кошдигермен, в ущелье Ташаир. Кошдигермен — это тюркское название, переводится как пара мельниц. Ташаир тоже тюркское и переводится как камень, который отделился. Во время одного землетрясения вот этот вот огромный камень отделился от скалы и перегородил ущелье. В его честь оно теперь и названо. Вот эти вот крепиды и терраски — это уже творение современное. Это в 2000-х годах тут хотели сделать кафешку, но по счастью не удалось, так как это заповедник был на тот момент. Рядом родник. Здесь была каменная табличка, относившаяся к первому еще присоединению Крыма к России. Было написано, кто этот родник оформил, кто его сделал на русском языке. Но потом поклонники крымско-татарской истории табличку разбили и вставили сюда свою. На арабской какая-то письменность была, я не знаю, что там было написано. Вот. Ну, в свою очередь, любители русских традиций эту арабскую табличку также разбили, и вот теперь родник выглядит вот так, совсем без таблички. Ну, самое печальное, что родник пересох уже несколько лет, и вот вода даже не капает. А раньше здесь была очень вкусная вода, которую набирали, здесь очереди стояли из машин, набрать воду было большой проблемой. Сейчас мы пойдем по этому ущелью, поднимемся вверх на плато и выйдем на скалу в Фыцке, и дальше пойдем в Качкальон.
Ущелье очень живописное. В средней части ущелья такой красивый скальный навес. Надписи тут сугубо современные, к сожалению. Да, это все современное искусство уже. В верхней части ущелья вырублены вот такие купели. Когда-то в них была вода, и сюда на крещение приходили любители окунуться в святую воду. Вот одна купель, а вот здесь под скалой вырублена значительно большая. Вот. А тут ручеек лился, и вот тут вот такая купель двухступенчатая. Но видно, все она заброшенная, потому что здесь грязи, ее никто уже несколько лет не чистил. Сейчас вот в таком состоянии все это находится. Набрели на какое-то культовое место, все завязанное лоскутками. Ну, кроме этого есть вот такая вот стена плача с записочками. Ну, сколько тут запихано, а? Вообще, вот эти лоскутки порядок люди, конечно, совершенно неграмотные. Это идет, раньше был такой обычай, когда человек отрывал от своей рубашки кусочек, лоскуток ткани и повязывался в том месте. И потом эту рубашку носил и постоянно чувствовал как бы связь. Ну, как мы видим, здесь берут, просто повязывают не часть своей одежды, а просто какие-то косынки, какие-то ленточки рваные, какие-то веревочки. Ну, современное вот это вот магическое мышление. А тут все в записках. Вся стена тыкана записками. Очень красивое место, но его, конечно, просто обезобразили. Вот эти вот жаждущие, страждущие чудес. Ага, вот тут еще продолжение истории. Да, что мы тут видим? Опять те же самые лоскуточки. Бумажные цветы. А, тоже. Ржавый тазик. Такая вот табуретка. Ну и все захламлено всяческим мусором. Очень величественное место. Ну, зачем-то его вот так вот слегка испохабили. Ладно, мы начинаем выбираться из ущелья наверх. Пока не ясно, выберемся мы с этого ущелья с такими ответственными краями или придется возвращаться обратно. На этих горных маршрутах, когда первый раз идешь, сплошная неуверенность. Промахаешь километр другой вот по таким буеракам, а потом оказывается, что упираешься в непроходимые заросли или скальник, и пора возвращаться обратно. По-моему, это ущелье никогда не закончится. Уже такое ощущение, сейчас мы на Тепе-Кермен выйдем. Пошли по короткому пути. Мы уже и Фыцкиру давно прошли, мы уже и Качкальон, наверное, прошли, он уже остался там
за нами уже. А вот так все идем, вывести ни вправо, ни влево не получается. Назад возвращаться тоже не хочется, столько потрачено уже силы, времени. Идем, идем. Выбрались из леса, поплутали как следует на край вот такого вот обрыва в районе вот этого современного монастыря. Вот эта балка или ущелье отделяет скалу Качикальон от Фыцки. Мы сейчас вот на Фыцки, это справа, а вот слева от балки это задняя сторона Качикальона. Пойдем вот так вдоль вот этой обрывистой стенки, потому что по лесу идти совершенно невозможно. Жесть. А здесь и виды, и ветерочек обдувает, и не надо сквозь кусты продираться. Ну, единственное, не по самому краю. Так, чтобы осторожно, не слететь. Прогулка продолжается. Вдоль обрыва идет такие остатки старой каменной кладки. Сначала думал, что просто насыпано камней, но нет. Видно, что это была то ли стена, то ли крепида. В 90-е годы здесь пытались сделать карьер, блоки пилили. Но так как территория эта была заказником в тот момент, то их все-таки быстренько прикрыли. По счастью, они напилить много не успели. Но вот до сих пор осталось. Остались следы былого. Это эти вот напиленные 5 ярусов. И на прошлой видюшке было видно 2 больших грота. Это тоже делали рабочие карьера. Теперь их монастырь использует для своих нужд. Такая вот история. Ну а вот здесь почему-то именно в этом месте, хотя здесь всего лишь на все карьер был обычный, настроили вот наши местные и приезжие любители магии вот такой каменный сад. Красиво получилось. Вот, мы забрались на плато Фыцки. Смотрели здесь. Нам рассказали, что здесь были остатки средневекового городища. Но не нашли мы никаких каменных кладок. То ли их здесь не было, то ли их не видно, то ли их вот разобрали. На вот всякие надписи тут все выложено такими надписями, весь склон. В лесу мы наталкивались, когда ломились через лес, на пару остаток стен. Ну, таких плохо различимых. А вот здесь, где ожидали увидеть, ничего, кроме современных конструкций, не заметили. Мы спустились с Фыцки через монастырь. Сейчас пойдем на Качикальон. Вот этот грот и вот этот грот, это рабочие карьера делали, когда еще карьер действовал наверху. А сейчас монастырь их приспособил под собственные нужды. Спускаемся. Надо будет перекусить, и мы сейчас еще быстренько пробежимся
вдоль Качкальона, там до 4-го грота, до источника Анастасии. Давно не были, там лет 15 не были. Посмотрим, что изменилось в лучшую сторону. Красиво туда облагородили эту часть. А вот еще один пересохший родник. Здесь был очень хороший родник. А теперь он не работает. С родниками в Крыму беда. Прекрасно сохранившийся двойной тарапан. Это винодавильня средневековая. Видно, как он был сделан. Вверху емкость для винограда. Слева видно выдолблено отверстие. Туда упиралось бревно, на котором прессовали виноград. Здесь вот сток просверлен. Туда лился виноградный сок с усла. Вот в этом углублении стояла амфора. Вот вторая часть сделана аналогично. Вот видно емкость, куда свалили виноград. Вот видно два отверстия под бревна. Там сейчас иконка зачем-то положена. Вот сток для сока. И вот приемный резервуар. Мы входим в средневековый пещерный город Качкальон. Комментариев будет минимум в данном видео. Я отсылаю к 4-серийному фильму, который будет выложен чуть позже. Там все очень подробно, с историческими комментариями. Сейчас мы просто пройдем и снимем что да как. Еще один тарапан. Очень красиво сделан. Очень красиво. Готовить вино в такой винодельне было, конечно, одно удовольствие с видом на горы. Мы находимся сейчас под первым гротом. Вот остатки древнего христианского кладбища. Надгробие видно. Вот еще одна покровная плита со скамейкой. Вот церковь Святой Софии. В нашем 4-серийном фильме, который скоро будет выложен, подробно она разобрана изнутри, что там, зачем, да как сделано. Вот еще два надгробия. Опять-таки про них в фильме все рассказывается, откуда они здесь. А вот древняя костница, куда сносили кости, складывали здесь вот.
ступеньки, чтобы залезть наверх. А вот эта маленькая могилка. Про нее в фильме тоже рассказано. Вокруг сплошные тарапаны. Тут был просто какой-то винодельческий комплекс. В каждом камне вырублена винодавильня. Вот это тоже, судя по всему, был стоп. Так. А выше вот такой гротик хозяйственный. Зараз еще один огромный тарапан. Четко видно прорубленное отверстие. Тут же, чуть выше по склону, брошенное надгробие. Все вперемешку. Еще одна винодавильня. И еще одна. Кельи пещерного монастыря. О, а тут опять тарапанчик. Да еще и с сиденьем. Здесь видно, как разрушаются эти строения. Здесь несколько ярусов, а тут было 3 яруса, и видно, что вот пролом уже в потолке. А вот там еще один пролом. Это естественные проломы, это уже разрушение скалы прошло. Раздалбливали помещения под кельи и оставляли очень тонкие простенки, и вот они уже все проваливаются. А мы во втором гроте.
Это, видимо, была двухуровневая келья, которая потом обвалилась. Эти остатки старой эти кельи, оплетенные плющом, очень живописно выглядит. Так, а куда мы вышли? Вышли вот на такой обрывчик. Третий грот. Выглядит вот так. Тут тропа прерывается, дальше не пройдешь. Придется обратно возвращаться сейчас. А лестница еще старая, средневекового изготовления. А вот и наш попутчик, который съел половину наших запасов еды. Это, судя по всему, были гробницы. Вот видно вытесанная по краю каемка для покровной плиты. Вот раз, два. И вот там дальше видно 3, 4, 5. Вот так они выглядели вблизи. Вот на этой каемке на раствор ложилась покровная плита. Она, похоже, разбитая внизу лежит. А внутри было вот такое вот помещение. Ну, это самая большая того, что я видел здесь. Вот еще стандартные небольшие 2 штуки. О том, как они использовались, как там хоронили, что дальше происходило с этими останками, опять-таки можно будет узнать в нашем фильме. Фундамент сторожевой башни. Даже не фундамент, собственно, и кладки не осталось. А место, где она была построена, она была к этой скале пристроена. Мы подошли к мысу, на котором расположено древнее монастырское кладбище. Вот видно крепидная стена, которая не дает этому мысу сползти вниз. Здесь хоронили монахов этого монастыря. Здесь была церковь, в которой остался только алтарь таким крестом. Здесь отпевали и потом тело предавали земле, как говорится. Еще остались несколько надгробий, очень много посбрасывали вниз.
Ну, кое-что уцелело. Оно, конечно, уже не на своем месте лежит, его вскрывали, что-то там искать пытались, видимо. Это одно из наиболее хорошо сохранившихся надгробных плит. Напротив видна ремоа-балка, по которой мы поднимались. А вот Бурун-Кая среди кадра. На Зеленом мысу есть развалины еще одной церкви. Уже не скажешь, что это церковь. Все, что от нее осталось. Это вот седлушка. Это вот оконце. Тут была костница, насколько я знаю. И вот это место под образ. Здесь четко видно, как оно было сделано. Вот общее углубление. Вот еще одно углубление под образ. И вот здесь лампадка для его освещения. Подошли мы к 4-му гроту. Это уже конец нашего маршрута. Сейчас мы туда поднимемся. Ждали, сидели минут 15, пока разбежится народ. Маршрут на Чикальон не подойдет тем, кто любит уединение. Здесь постоянный движняк. Люди ходят. Да причем не просто ходят, а что-то бегают с музыкой, прыгают, кричат. Хотя по мне место не располагает к какому-то буйству и проявлениям каких-то радостных особо эмоций. Величественное место. Спокойное, тихое. В 4-м гроте росла дикая черешня, раньше огромная. Вот все, что от нее осталось. Лет 15 назад монахи садили саженец, но я не вижу, чтобы он где-то принялся. Что-то у них не получилось. Но дело в том, что, видимо, родник пересох. Раньше вот он сюда стекал, здесь вот даже было видно ручеек. А, вот этот саженец. Сейчас посмотрим на него, живой он или нет. Вот он. Ну что-то он... Нет, он еще живой. Да, он еще живой. Ну, не очень тут хорошо растется. Воды, видимо, не хватает. От родника не осталось, к сожалению, следа. Вот это была обычно яма полная, доверху. И даже ухитрялись купаться. Весь Чикальон пересох. Здесь мы то же самое, это были кельи. Завершается 4-й грот здесь.
Уже идем на выход и встретили вот такой тарапан-гигант. Сколько что винограда помещалось. Маршрут получился достаточно сложным, обходили много мест. Чтобы связать все это в единую картину, нужны пояснения с высоты птичьего полета. Посмотрим, как это было на карте. Первый день мы приехали к Алимовой балке, переехали через мост. И вот по этой дороге заехали в заброшенный грушевый сад, здесь поставили машину. Первый день мы пошли очень иррационально, это красная линия маршрута, поднимались по дну балки, чтобы посмотреть, что там да как. Интересно, конечно, но густой заросший лес отнимает много сил, в принципе, по сторонам ничего не видно. Вот мы прошли по самому дну, маршрут ломаный, потому что приходилось обходить некоторые заросли просто непроходимые. Поднялись повыше к скальной стенке, вот здесь по разлому вышли наверх, посмотрели с высоты, что да как. И пошли искать таврские могильники. Нашли мы их вот в этой точке. Вот здесь, если походить по лесу, можно найти много каменных насыпей, каменных ящиков. Далее мы спустились вниз в Алимову балку, вот сюда. И здесь посмотрели Алим-Чакрак, Алимов родник. Потом пошли на Алимову вот эту трехходовую щель. Вот она, здесь один вход, потом здесь один вход и здесь один вход. Дальше мы попробовали залезть вот сюда наверх, залезли. Здесь опять уперлись в джунгли, поняли, что на сегодня уже хватит, и спустились вниз. Возвращались обратно по оборудованной тропе, это зеленая нитка маршрута. Здесь еще есть одна достопримечательность, большой скальный навес. По зеленой нитке маршрута беспрепятственно спустились вниз к стоянке машины. Второй день маршрута начали с того же грушевого сада, уже мудренным опытом пошли по оборудованной тропе, вот по зеленой нитке маршрута. Легко и непринужденно дошли до родничка, оттуда по этому отрезку поднялись на плато и дальше пошли по синей нитке маршрута. Синяя нитка маршрута вытянута вот такой большой подковой, она обходит все балки и овраги стороной. Идти, конечно, дольше, но значительно легче. Вся дорога идет по лесу, особых достопримечательностей нет. Ну, конечно, порадовали цветущие подснежники, их здесь очень много. Первая интересная точка – это развалины средневекового городища. Это там, где я бегал по каменным завалам и рассуждал, могила это или поселение. От этого древнего поселения тропа нас приводит на Бурун-Каюн, на самый край. Вот в древности стена перегораживала вот в этой точке и делала этот мыс совершенно неприступным убежищем. Обратно мы возвращались короткой дорогой, вот это желтая нитка маршрута. Сразу ушли в балку, здесь крутой спуск, и дальше уже по дну балки вышли вниз к дороге и вернулись к стоянке машины. Третий день мы перебрались в другую сторону Каневской долины, к скале Качикальон и Фыцки. Селом Предущельным заехали в ущелье Ташаир к родничку и по ущелью Ташаир пошли вверх. Красная линия маршрута. Примерно в этой точке надо было уходить направо и вот здесь подниматься на плато и дальше идти через лес на скалу Фыцки. Но мы этот момент пропустили, решили посмотреть, а что там дальше, и пошли вот по этому ущелью. Больше с него не было нигде
ни одной возможности выбраться, склон очень отвесный. Шли мы по нему, шли, ну, очень долго шли, почти 3 километра. Дорога несложная, но непонятно, куда придешь в итоге. Вот здесь появилось первое ответвление, мы поднялись на плато, вышли на лесную дорогу и пошли по ней. GPS перестал работать, и поэтому вот эту развилку мы пошли неправильно. Надо было идти вот сюда, а мы пошли вот сюда. В итоге где-то вот здесь дорога закончилась, и мы ломились вот этот отрезок километровый через джунгли по заросшему лесу. А так бы мы вот спокойно проехали по дороге и выехали бы вот в эту точку, в карьеру. Но нет худа без добра, мы вышли вот сюда на скальник. Здесь очень красивые виды, никогда здесь не были. И пошли по краю скальника над монастырем и пришли к тому же карьеру. От карьера по тропе мы прогулялись вот так по краю Фыцки, вернулись обратно и вот здесь уже вышли на спуск на Качкальон. Здесь есть лесенка, оборудованная монастырем, вышли на территорию монастыря и вот пошли на тропу, которая ведет на Качкальон. Спустились на Качкальон, вот первый грот, и вот, собственно, где-то вот здесь вот вход в это городище, в пещерный монастырь. Дальше по натоптанной тропе пошли вдоль скальной стенки, забегая, делая ответвления к интересующим нас объектам. Вот прошли второй, третий гроты, кто пронумеровал для наглядности. Вот на Зеленый мыс вышли, здесь посидели на скамеечке и в итоге вот пошли в последний четвертый грот. Обратно возвращались ровно тем же путем. А вот в этой точке по тропе вышли на дорогу. И по дороге уже вернулись в ущелье Ташаир к стоянке машины.